Есть обычные вертикалки для сухой уборки ламината и ковра. Есть моющие пылесосы, которые отмывают сложное загрязнение. А есть Miko V11. Он собирает мусор с любой поверхности, вытягивает душу из дивана, моет пол насадкой с вращающимися салфетками, а в сборке с гофрошлангом и щелевой насадкой это лучший помощник в автомобиле. Интересный дизайн, умеренный ценник, аксессуары едва помещаются на столе. Неужели в нашем рейтинге новый лидер? Рассмотрим пылесос со всех сторон. Сделаем замеры, погоняем по стендам и расскажем обо всех особенностях Miko V11 в фирменном обзоре Best Robot. V11 приехал в белой коробке с изображением и названием модели. Внутри удалось найти тушку, внутри которой прячется бесщеточный двигатель, адаптер с евровилкой, основную насадку для сухой уборки, моторизованную насадку для влажной уборки, две пары мопиков, о которых мечтает любой робот-пылесос, мерный стакан с узким носиком, моторизованную насадку для мебели, переходник в виде гофрошланга, полноразмерную кисточку с разрезателем, загадочные штучки в пакетике наркодилера. Если знаете, для чего они нужны, можете смело писать комментарии. Насадку для деликатных поверхностей, насадку для штор или мебели, узкую щелевую насадку, широкую щелевую 2 в 1, простенький кронштейн на стену, крепеж прилагается. Еще один переходник в виде сгибаемого колена, удлинительную трубу, она металлическая. Руководство пользователя на русском языке со схематичными картинками. Комплектация впечатляет количеством аксессуаров. Главное, что есть полноценные насадки для мебели и влажной уборки, а сменные фильтры продаются на маркетплейсах. С учетом комплектации и характеристик у пылесоса весьма умеренный ценник. Ну, а если хотите получить помощника бесплатно, подписывайтесь на телеграм-канал Best Robot, где раз в месяц среди подписчиков я разыгрываю какого-нибудь робота или вертикалку. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». А еще в телеграм-канале Best Robot вы найдете подборки и сравнения, результаты тестов и обновления рейтингов, лучшие цены и мнения реальных пользователей. Ссылка в описании под роликом. Возвращаемся к Miko V11. Концепция дизайна такая же, как у других пылесосов этой серии. Пистолетная рукоять, вертикальный пылесборник, презентабельный пластик цвета мокрый асфальт. Аккумулятор быстросъемный, с более удобным фиксатором, чем у Miko V10. Никаких обозначений нет, зато есть гнездо для адаптера. Заряжать можно отдельно от пылесоса. Разъем для аккумулятора соседствует с моторным блоком. Не лучшее решение с точки зрения баланса. Я предпочитаю, когда аккумулятор размещается под рукоятью, зато здесь есть наклейка, подробности в стоп-кадре. Рукоять простая, без всяких софт-тач элементов, но из ладони не выскальзывает. Указательный палец запускает мотор, а большой палец перебирает режимы. Их всего 2. Больше, меньше. Выбранный режим отображается индикацией на лицевой панели. Здесь же находится точечный индикатор батареи. Носик с обратным клапаном, чтобы мусор не выпадал в трубу во время парковки. Колба с быстрой выгрузкой через люк внизу. Но можно извлечь сепаратор и прочистить. Фильтрация 4-ступенчатая. Мини-юбка, отделяющая соринки крупной фракции. Металлическая сетка, 6 микроциклонов и матерчатая мембрана. HEPA-фильтра нет. Спокойно, я понимаю, что аллергики негодуют. Но все равно призываю поставить лайк под роликом. Во-первых, где вы еще узнаете всю правду о пылесосах? А во-вторых, просто представляйте, что вы смотрите видео вверх ногами. При необходимости колбу можно полностью снять и вытереть налипшую пыль влажной тряпкой. Промывать эту штуку нежелательно, потому что в нее встроены зарядные клеммы. С большинством насадок мы уже знакомы по другим моделям Miko. Щелевая стандартной длины с перфорацией. Широкая щелевая насадка с откидными усами. Для деликатных поверхностей с длинным ворсом и велюровой накладкой на подошве. Широкая насадка с выемками для подсоса воздуха, иначе она намертво прилипнет к дивану. Куда больше интерес представляют моторизованные насадки. Насадка для мебели с поворотной рамкой, под которой находится щетка с пучковой щетиной. Ее можно достать и прочистить. Замочек максимально удобный, открывается одним движением. Основная насадка выглядит внушительно. Углы поворота не больше 90 градусов, что может создать неудобства при маневрировании. Зато есть вертикальная парковка. Можно поставить пылесос в любой точке дома. В основании большие колеса для перемещения по коврам. Впереди мощный бампер с подсветкой. Светодиоды распределили по всей длине, чтобы равномерно освещать рабочую зону. На подошве поставили волнорезы для глубокого ковра. Это плюс. И опорные ролики по углам. Это минус.
Чтобы добраться до турбощетки, сперва нужно отжать фиксатор и снять крыло. Обратите внимание на зубчики самоочистки. Они должны защищать наматывающиеся волосы. Турбощетка цельнопластиковая, с V-образным мягким ворсом. Она рассчитана скорее на гладкий пол, чем на ковер. Впрочем, проверим эту гипотезу в ходе тестов. Самое интересное – насадка для влажной уборки. Она не просто вытирает пол, как вспомогательные насадки Мико V10 и V15, но полноценно моет его за счет вращения салфеток. Впереди между ними размещен небольшой раструб, но он ничего не всасывает. С установленной насадкой для влажной уборки центральный мотор не работает, а кнопка выбора режима включает и отключает подачу воды. В первом режиме вода на салфетки не поступает, а во втором брызгает из форсунки с интервалом в 20 секунд. Несмотря на массивный внешний вид, насадка маневренная, с широкими углами поворота. Производитель продумал каждый нюанс. Опорные ролики для плавного движения по полу. Вертикальная парковка. Такая же, как у насадки для сухой уборки. Даже подсветка, чтобы не пропустить ни единого пятнышка. Особого внимания заслуживает качество исполнения салфеток. Они гораздо более плотные, чем у роботов-пылесосов. Должны хорошо справляться с пятнами. Моторизованные насадки можно вставлять прямо в патрубок пылесоса, через трубу или через колено. Так удобнее пылесосить под мебелью. В гофрошланге нет клемм, поэтому он подходит только для насадок без моторчика. В сборе с основной насадкой Мико V11 весит 2,320, даже меньше золотого стандарта в 2,5 килограмма. Управлять пылесосом удобно. Рука не устает, даже когда работаешь на больших площадях. Автономность у пылесоса выдающаяся. 18 минут на максималках. Я убирал в основном на сниженных оборотах и успел обработать 80 квадратных метров, причем с двойным проходом. Сначала просто пропылесосил, затем помыл полы. Насадка для сухой уборки не самая маневренная, плохо вписывается в повороты, бьется в ножки стола. В этом плане насадки V10, V15 мне нравятся больше. Зато посмотрите на ее состояние после завершения работ. Щетка абсолютно чистая, хотя в пылесборнике полно шерсти. Система самоочистки работает хорошо. Ну, а если у вас двухэтажный особняк, как в фильме «Один дома», просто купите еще одну батарею за 5000 рублей. Уровень шума сравнительно низкий. 76 дБ на максималках против 82 дБ в среднем у вертикальных пылесосов. Для проверки мощности используем несколько показателей. Сначала делаем замеры анимометром. В первом режиме 12 метров в секунду, во втором 18,6. Скорость воздушного потока сравнительно низкая. У большинства аналогов этот показатель варьируется около 30 метров в секунду. Силу всасывания оцениваем с помощью механического и электронного манометра. До автоматического снижения оборотов мотора удалось зафиксировать 23,3 килопаскаля. Если бы защита сработала на секунду позже, удалось бы поймать заявленные 24 тысячи паскалей. С учетом ценника пылесоса показатель просто отличный. Посмотрим, что получается в итоге. В режиме низкой мощности Мико V11 справляется только с 2-мм щелью, и то пунктиром. На максималках полностью справляется с 2 мм и вытягивает 4 мм. Разряжение хорошее, но скорости воздушного потока не хватает. Для глубокой очистки ковра пылесос не предназначен. А качество уборки поверхности проверим прямо сейчас. Экстремально загрязненный ламинат в первом режиме пылесос чистит слабо. За насадкой остается россыпь мусора. Я повысил обороты, и дело пошло веселее. Мико V11 заглатывает любые соринки, даже куски наполнителя. Несмотря на массивный бампер, адекватно вычищает вдоль стен, даже при фронтальном подходе. Как видите, в пылесборнике все разновидности мусора, включая крупу и песок. Ковролин убирает с минимальным разлетом соринок. Достаточно 2 проходов на каждом участке, но по периметру возникли проблемы. Даже с боковым подходом собрать мусор не получилось. Пришлось задействовать щелевую насадку. Мохнатый ковер убрал за 11 проходов и только на поверхности. Крупу и наполнитель щетка вычесала, но провалившиеся в глубину крошки и песок достать не может. Не хватает мощности всасывания. После тестов на коврах турбощетка абсолютно чистая. Ревизию проводить придется не чаще, чем раз в месяц. Помимо сухой уборки, Мико V11 полноценно моет полы. Насадка обильно подает жидкость и быстро размывает пятна. Но после сложных загрязнений на полу остаются следы. Нужно делать дополнительный проход чистыми салфетками. И, само собой, нужно полоскать салфетки в раковине после каждой комнаты. Если действовать по такой методике, ламинат можно натереть до идеального состояния, а на глянцевой плитке могут оставаться круговые разводы.
С остальными насадками тоже все в порядке. 2 в одном ловко заметают мусор на рабочем столе. А если кроме мусора нужно убрать прилипшую пыль, лучше использовать насадку для деликатных поверхностей. Щелевая приводит в порядок плинтуса и другие труднодоступные места, включая стыки подушек дивана. Насадка с узким раструбом хорошо вытягивает пыль даже из чистого дивана, хотя по эффективности, конечно, уступают моторизованной насадке. Она вгрызается в обивку дивана и достает пылевых клещей. Подведем итоги. Мико V11 – пылесос для комплексной уборки с полным набором моторизованных насадок. Для мебели хорошо пылесосит диван, для влажной уборки отмывает пятна, для сухой уборки качественно чистит ламинат и поверхность ковра. Шерсть собирает хорошо, при этом щетка всегда остается чистой. Однако для глубокой очистки ковра Мико V11 не хватает мощности. Это может иметь значение, если вы хотите привести в порядок собачий коврик. По системе оценки Best Robot Мико V11 набрал 69 баллов и занял 6-е место all-time рейтинга. Хороший вариант для квартиры с котом, мягкой мебелью и парочкой небольших ковриков. Сочетание цены и качества на твердую 5. Актуальную версию рейтинга вертикалок выложу в телеграм-канале. Рекомендую туда заглянуть. А пока и до новых обзоров.